Всем привет, с вами председатель, и сегодня я хочу с вами поговорить о Венеции, но о Венеции не как о городе, об архитектуре Венеции, о венецианских каналах, нет. Сегодня давайте поговорим о венецианцах, ну и немножко коснемся генуэзцев. Откуда вообще взялись эти венецианцы, которые имели самый могущественный флот средневековья? Ведь Венеция – этот город, который от края до края можно пройти пешком за 40 минут. Это небольшой город. И тем не менее, венецианцы могли контролировать Византийскую империю, которая, в свою очередь, ставила митрополитов всея Руси. Мы, конечно, с вами ранее уже выяснили, что термин «всея Руси» – это церковный термин. И в период так называемой феодальной раздробленности на Руси, где княжества воевали друг с другом, все эти территории объединяла греческая церковь, выступая как некое надгосударственное управление, если можно его так назвать. Конечно, ни о какой государственности в этих княжествах говорить и не приходилось до создания Великого Московского княжества. А именно после того, как термин «всея Руси» перешел от митрополита к великому князю. И это как раз случилось после падения Константинополя, который завоевали турки, османы. Не без помощи генуэзцев, но об этом в свое время. Можно сказать, сегодня мы и поговорим про управление. Как церковь управляла нашими землями, церковью управляла Византия, а самой Византией управляли венецианцы. Эх, как все закручено. Ну что ж, давайте разбираться в этом. Как раньше было такое событие, которое называлось «Великое переселение народов», которое, как нам говорят, было связано с климатическими изменениями, то сейчас у нас идет «Великое переселение айтишников». Многие айтишники по тем или иным причинам сейчас очень активно меняют место жительства. Это волнует государство, и оно делает все, чтобы они не уезжали. Обещают отсрочки от армии, от уплаты налогов, вот все меры поддержки для IT-компаний. Дефицит IT-специалистов составляет 1,5 миллиона человек. Это реальность нового цифрового мира. И если ты стоишь перед выбором профессии, то он очевиден. Я предлагаю обратить внимание на курс от Skill Factory «Тестировщик на Python». Инженер по тестированию контролирует качество IT-продукта. Его задача – это поиск и анализ ошибок, багов, составление отчетов и передача разработчикам на доработку. Для старта достаточно базовых знаний компьютерной грамотности. Главное – желание. Именно поэтому тестирование является оптимальным стартом в профессии программиста. А средняя зарплата тестировщика – 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. Почему курс именно от Skill Factory? Потому что их задача научить вас работать, а это значит, что уже во время обучения вы погрузитесь в рабочие будни тестировщика и будете решать задачи от реальных заказчиков. Вы пройдете виртуальную стажировку в IT-компании Promotion и напишите дипломный проект совместно с Ростелеком. Менторы курса – действующие тестировщики с большим опытом из крупных компаний, поддержат на всех этапах обучения, ответят на любые вопросы и поделятся своими знаниями. Найти работу после обучения поможет вам карьерный центр от Skill Factory, а если не сможете найти работу, то школа вернет вам деньги. Сами посмотрите отзывы на независимых площадках Google, Яндекс, Отзовик. Ссылку я оставлю в описании, переходите прямо сейчас, тем более на курс действует 50% скидка по промокоду СНТ. Меняйте свою жизнь к лучшему, ну а мы начинаем. Я уже было сел делать видео о московско-новгородских войнах, но все-таки подумал и решил вас грамотно подвести к этой теме. Ведь в нынешней непростой ситуации кто-то может подумать, что эта тема подталкивает к сепаратизму, ну, например, к независимости Новгорода. Ведь ранее-то он был независимый. Но я хочу повторить, что никакого государства как такового тогда еще не было. Были только отдельные княжества – Тверское, Новгородское, Рязанское, Московское и так далее. И я решил вначале показать пример на Италии, той же Генуи и Венеции. Эти два города сейчас входят в объединенное государство Италия, а тогда, в XIV-XV веке, ни о какой Италии никто и слыхать не слыхивал. Было герцогство Миланское, папское государство, Венецианская, Генуэзская республика, какая-нибудь там Флорентийская и так далее. И куда хлеще московско-новгородских войн были войны венециано-генуэзские. Это не что иное было, как борьба за рынки.
Вы посмотрите, где расположены эти города. И Генуя, и Венеция – это два больших порта по обе стороны Апеннинского полуострова. И шла борьба за торговлю в Средиземном и Черном морях. Я, может быть, забегу вперед и скажу, что закончилась последняя Венециано-Генуэзская война как раз с падением Константинополя в 1453 году, но о войнах мы поговорим отдельно. Давайте поймем, откуда вообще появилась Венеция, Венецианская республика, ведь на самом деле город Венеция сейчас достаточно маленький для современного города. Ну, конечно, ему ведь некуда расти, он ведь состоит из морских островов. Вот смотрите, план Венеции 17 века. Территория города 2 на 4 километра. То есть это в принципе сопоставимо тем размерам Москвы, которые были в это же время. А я напомню, Москва включала в себя Кремль, Китай-город и Белый город. Вот она, старая Венеция, самый центр Москвы по Бульварное кольцо. Что же случилось? Кто загнал бедных венедов на эти болота, на эти острова? Официальные историки заявляют, что название города и области Венеция как раз произошло от племени венетов, которые жили здесь еще с римских времен. И на эти острова как раз и убежали после нашествия варваров. Но, как по мне, убежать на остров – это загнать себя в тупик, потому что дальше только утопиться. Но в случае с Венецией все пошло наоборот. Они, бедные, несчастные, загнанные на острова, начали стремительно развиваться, строить свой флот и завоевывать окружающий мир. И вы знаете, это очень удивительно. Точно такая же история, как и с Москвой, как я говорил. За счет чего богатела Москва, за счет чего она становилась центром русского государства. Ведь через Москву не шли ни торговые пути. Москва не была ни портом морей, ни портом даже каких-то больших рек. В Москве нечем было торговать, не было пушнины, не было плодородных земель. Да и вообще климат достаточно суровый для сельского хозяйства. И то же самое с Венецией. Как Венеция могла обрести свой великий флот? Ведь на этих болотистых островах вообще не росли никакие деревья. Ну, кто был в Венеции, может подтвердить, даже сейчас там практически нет никакой растительности. А раньше еще и были проблемы с питьевой водой. Им приходилось собирать дождевую воду, в принципе, точно так же, как и на Мальте. Вы понимаете, нет основы, нет питьевой воды, вообще какого черта туда побежали люди? А вот если у тебя уже есть великий флот, то использовать острова в качестве своей базы очень даже выгодно. Но, к сожалению, официальная история нам дает совершенно иное представление о той древней Венеции. Нам говорят, что давным-давно, аж в 7 веке, все Венецианские острова были объединены под властью единого правителя – Дожа. Ну, по сути, это тот же герцог или князь. Есть всевозможные производные от Дожи – Дуче, Дюк, Дюкс. Так что, в принципе, везде одни и те же названия. А объединение этих островов, как нам говорят, было по инициативе Византии, которой они формально принадлежали. Ну а что такое Византия, коль на то пошло? Это Восточная Римская империя. И Византия – это очень условное название, которое было дано нашими историками гораздо позже. То, что мы сейчас называем Византией, тогда называли Ромея. Ну вот смотрите, латинское название – Imperium Romanum Orientale Romania. А сам город Константинополь, город императора Константина, который, по сути, сделал христианство государственной религией. Константин Великий или Флавий Валерий Аврелий Константин. Так вот, Константинополь тоже, как я вам говорил, условное название. У нас, например, его называли Царьград. А официальное название Константинополя – Новый Рим или Нова-Рома. И мы об этом уже с вами тоже начали говорить, как Нова-Рома у нас станет проектом Рома-Нова. Кстати, известная венецианская фамилия Казанова – это не что иное, как новориши. Ну, помните, у нас были новые русские. Так вот, дословный перевод Казанова – это «новый дом», где дом, как вы понимаете, можно трактовать как дворянская семья. У нас же сейчас Казанова – это бабник. И вот вам сразу ассоциации. Казанова, Романова. Я бы посоветовал учить латынь, ну или хотя бы ей интересоваться, и все сразу будет вставать на свои места. Кстати, именно венецианцев называли латинянами.
Именно венецианцы в 1204 году в так называемом Четвертом крестовом походе завоевали христианский Константинополь, что на самом деле как-то не вяжется со словосочетанием «крестовый поход». Но, как я говорил, христианизация, всевозможные крестовые походы – это лишь только хороший предлог. Но за этим за всем стояли банальные завоевания, борьба за рынки. Поэтому были завоеваны ключевые порты как раз в этих так называемых крестовых походах. Александрия, египетская, Антиохия в Сирии, Константинополь и Иерусалим. Вот она, так называемая Пентархия, еще и Рим. 5 патриархатов христианства. По сути, портовые ключевые города были отданы под власть церкви. Опять же, мы рассматриваем церковь не как духовный институт, а как институт управления. И если с духовной частью к церкви очень много вопросов, то если рассматривать церковь как институт управления, все сразу становится понятно. И вот эти вот венецианцы, или как их называли сами же византийцы, латиняне, захватив Константинополь, образовали там Латинскую империю. Смотрите, какое совпадение: Романская империя латинян-венецианцев и Романовская империя у нас на землях Руси. Одна начинается после взятия Константинополя, а наша начинается после так называемого смутного времени, смуты. И опять же, Венеция, как и Санкт-Петербург, по официальной истории строится на болотах. Ну и вообще недаром Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Ну и, собственно, термин «Византия» был придуман для того, чтобы была только одна Римская империя. Это Священная Римская империя. И про Восточную Римскую империю, Империум Романум Ориентале, потихоньку стали забывать. Ну и вы сами можете видеть, как с высоты птичьего полета видна густая застройка Венеции. Да, сейчас это небольшой город, как я вам говорил. Но тогда, в средние века, Венеция это был чуть ли не самый большой город в Европе, да и, пожалуй, во всем мире. И вот эта густая застройка как раз очень это и объясняет. При достаточно широких каналах, по которым двигаться можно на водном транспорте, на самих улицах и переулках едва ли плечом к плечу могут пройти 3 человека. И как нам говорят, именно в Венеции появились многоэтажные строения, 5-этажные, то есть в тот момент на Руси, где полно земли, просто никому и в голову не приходило строить 5-этажный небоскреб. Да и для чего? То есть Венеция это один из главных торговых городов мира. А вот как он им стал, историки почему-то нам не объясняют. Ну, вернее, объясняют, но из-за этих их объяснений накапливается еще больше вопросов. Еще раз говорю, бежавшие люди, укрывшиеся на болотистых островах, которым пришлось еще делать искусственные насыпи. Некоторые острова Венеции рукотворные. То есть да, мы можем представить сейчас с нынешними технологиями, как, например, Китай активно строит свои искусственные острова. Или те же насыпные острова в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. И это вроде делается на наших глазах, и мы видим, какая применяется к этому спецтехника. Как венецианцы насыпали острова в раннем средневековье, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Историки просто говорят «насыпали» и все. Но, как я уже говорил, на этих венецианских островах не было даже питьевой воды. Приходилось специальным образом мастить крыши домов, улицы, чтобы вся дождевая вода собиралась в специальные колодези. Венецианцы на своих же островах прокормить себя, по сути, не могли. Это не плодородные земли, так еще и без пресной воды. А как они построили себе флот, когда на этих островах нет не то что леса, а вообще никакой растительности? И тут нам говорят, для этого венецианцы начали завоевывать свои колонии, которые как раз по официальной истории и располагались на Балканах, где они растили лес, зерно, а сами венецианские острова они использовали только как большую верфь для того, чтобы мастерить там свои галеры. И огромный рынок, где торговать всевозможными товарами, которые привозились с разных уголков мира. То есть, смотрите, кораблестроение тех времен – это не что иное, как ВПК. То есть, военно-промышленный комплекс. Наделать кораблей и поплыть пограбить каких-нибудь торговцев. Вот так вот и сколачивались первые капиталы. Ну а потом почему-то наши историки не любят говорить, чем торговали те же венецианцы и генуэзцы.
что через Крым в Византию, через тех же венецианцев и генуэзцев, шла работорговля славянами. И вот, собственно, за счет чего богатели за счет рабского труда, грабежа и пиратства. И когда был накоплен капитал, нужна была просто монополия. Никого на этот рынок не допустить, поэтому были постоянные войны венецианцев и генуэзцев, которые, по сути, друг от друга ничем особо не отличались. Можно, конечно, долго изучать технологический прогресс венецианцев, как они строили корабли. Все процессы были отточены до мелочей, кто-то делал весла, кто-то мачты, кто-то стругал доски на корпус. Но это были плотники, да, высокооплачиваемые плотники, так как гильдия плотников в Венеции была элитой. Но это работяги, за которыми всегда стоит капитал, для которого, собственно, эти корабли и делаются. И если, кстати, торговые корабли венецианские шли на продажу, то вот военные галеры венецианцы никому не продавали. Это маневренная плоскодонная галера, которая могла зайти практически в любой порт, на любую мель. Ну и опять, в сравнении с Санкт-Петербургом, Финский залив тоже у нас мелководье. Большой океанический лайнер просто не зайдет в этот залив и, соответственно, не сможет обстрелять из своих пушек город и крепость. То есть с этой точки зрения тоже нужно рассматривать выбор места под город, безопасность. И вот как раз венециано-генуэзские войны ведутся за рынки Черного и Средиземных морей. А контроль Константинополя – это контроль торговли с Востоком. И вот в 1381 году, кстати, заметьте, после Куликовской битвы, которая была в 1380 году, и, как нам говорят, в ней участвовала генуэзская пехота. Так вот, Венеция в 1381 году нейтрализует Геную как своего конкурента. Они заключают так называемый Туринский мир. Я вам об этом уже рассказывал, это был просто дележ Византии, где византийский император Иоанн V Палеолог обращается за помощью к османам. Он практически становится вассалом Османской империи. А за Османской империей стояли генуэзцы. А за его сыном Андроником IV, с кем, собственно, и велась борьба за власть в Византии, стояли венецианцы. Но в дальнейшем, когда рынок стал расширяться и Черного и Средиземного морей стало мало для торговли, в период так называемых великих географических открытий, когда уже начали покорять Новый Свет, Африку, Индию, Америку, когда уже нужны были океанические корабли, а не плоскодонные галеры, у венецианцев в своем арсенале, так, кстати, у них называется старейшее кораблестроительное предприятие. Мы о нем как-нибудь поговорим отдельно, посмотрите на зубцы, стены башен этого венецианского арсенала. Ничего он вам не напоминает? А это постройка старше замка Сфорца, как нам говорят, по которому и делали наш московский Кремль. Вообще зубцы башен нам о многом могут сказать. Ведь где-то они прямые, а где-то вот такие в виде ласточкиного хвоста. Но об этом мы поговорим в отдельном видео. Так вот, этот венецианский арсенал мог выпускать только плоскодонные галеры. И поэтому с расширением рынков венецианцы ушли сначала в Голландию, а потом и на Британские острова. Это те же Ост-Индские компании. Голландия – это материковое государство. А венецианцам с их огромным флотом куда безопаснее было жить на островах. И тут опять мы можем вспомнить тех же каперов, пиратов, узаконенных. При той же Елизавете I каперы принесли в казну Англии немыслимое количество золота. Ну и как вы понимаете, капитал не имеет национальности, какая разница, где ему базироваться. В Венеции, в Голландии, в Англии или в Китае. Ну и возвращаясь к венецианцам, флаг Венеции – это лев с открытой книгой. Это священное писание. А лев – это образ евангелиста Марка. Или, как это еще называется, тетраморф. То есть Марк в образе льва, Матфей в образе ангела, Лука в образе тельца и Иоанн в образе орла. Его там встретит огнегривый лев. Кто там еще? Вол исполненных очей, и с ними золотой орел небесный. Так вот, Венецианский собор Святого Марка. Базилика ди Сан-Марко. И, как нам говорят, она была построена вокруг мощей Святого Марка. А мощи Святого Марка венецианцы просто выкрали в Александрии.
после своего крестового похода на Константинополь в 1204 году. Оттуда была вывезена квадрига, которая вот на этом соборе и красуется. Также были вывезены пиренейские львы, было вывезено вообще 1000 произведений греческого искусства. Не говоря уже о том, что Византию венецианские феодалы просто поделили между собой. Да, нам, конечно, говорят, что Венецианская республика закончилась после захвата ее Наполеоном Бонапартом. Но, как я уже сказал вам, это все условно, ведь венецианцы, они и в Африке венецианцы. Вот так вот и делается капитал. А как вы думали, честным путем можно заработать капитал и управлять миром? Как говорится, кто сильнее, тот и прав, и с сильным всегда приходится считаться и договариваться. Вот такой вот получился краткий рассказ про Венецианскую республику. А о различии крепостей по зубцам стен мы обязательно поговорим в следующий раз. Впереди лето, а это значит, одежду нужно подбирать гораздо тщательнее и, как обычно, лучше это делать с русской одеждой предсельмак. Яркие смелые цвета идеальной льняной ткани в рубашках и косоворотках. И даже с коротким рукавом. Необычайный комфорт облегченных хлопковых свободных карго. Прекрасная посадка и функциональность летних джоггеров с манжетами-резинками внизу штанины. Удобство и всеразмерность брюк на резинке в поясе. Причем и мужских, и женских моделей. Теперь есть женские укороченные брюки-бананы из легкого хлопка. Именно такая натуральная экологичная одежда заставляет многих чувствовать себя хорошо изнутри. Универсальность и простота базовых вещей с изюминкой – это наши льняные классические брюки. Придадут элегантность любому образу. Обязательный элемент летнего гардероба – шорты. Идеально сочетаются с нашими рубашками и футболками. Особенно с рубашками с капюшоном из 100% льна разных цветов. А такие рубашки из льняной морлевки вы найдете только у нас. Идеальная одежда для отдыха. Варианты с капюшоном есть и для женщин. Возможно подобрать целый комплект из рубашки, брюк или шортов одного или контрастных цветов. Сошьем костюм даже с платьем. Наши льняные сарафаны при кажущейся простоте сделают из любой женщины настоящую русскую красавицу. С пижамами из натурального 100% шелка вы уже знакомы. Большой популярностью пользуются мужские шелковые рубашки. Для женщин полностью натуральная шелковая кофта очень красивого, с золотым блеском оранжевого цвета, или белый батник из необыкновенного атласного шелка, пополам с хлопком. Шелк недаром называют второй кожей, блузка удивительно приятна к телу. А душегрейка из полуво-посадского платка на льняной подкладке привнесет русский колорит в любой образ. По желанию комплект дополнит сумочка с фермуаром или оригинальный платок по акции. Сделайте подарок себе или своим близким. Подобрать размер помогут в московском шоуруме, на Курской или в интернет-магазине ruskayodежда.рф предсельмак. Ну а у меня на этом сегодня все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока.